Приветик, ребятки! Ну что ж, у меня сегодня очередной ролик на тему фитнес-покупок. Это вами любимая рубрика, и мне тоже нравится снимать такие ролики. И раз в месяц я примерно стараюсь их выставлять. Ну, в общем-то, когда наберутся те самые мои любимые предметы, покупки, продукты, все, что касается фитнеса, что мне в этом помогает, здорового питания и мотивации. Так что, если вам интересно, что новенького у меня появилось за последний месяц, продолжайте смотреть. Итак, я, наверное, начну с товаров, которые покупались по мере необходимости. Вы, наверное, в курсе, все мы в курсе, что совсем скоро, буквально через пару недель уже будет Новый год. И, конечно же, многие из вас интересуются, что же я подарю своему мужу на этот праздник. И, Дима, если ты сейчас смотришь это видео, выключай его. Это должен быть сюрприз. Итак, что же я ему подарю? У меня Дима очень любит слушать музыку во время тренировок, мы, наверное, все это любим делать, и у него вот совсем на днях недавно сломались его наушники, которые он подсоединяет к себе к телефону. И, конечно же, он расстроился, ходит, слушает какую-то дурацкую музыку, которую обычно включают в тренажерных залах, а любит, конечно, слушать свой какой-то тяжелый рок. Поэтому, конечно же, первым делом у меня возникла мысль подарить ему наушники. Да и не простые наушники, а спортивные, потому что обычные наушники очень сильно отличаются от спортивных. И я нашла вот такие вот крутецкие наушники. Вы только посмотрите на это, во-первых, на коробку, в которой они пришли. Очень классно, презентабельно как-то выглядит. Мне они безумно понравились. Коробочка открывается вот таким вот образом, и здесь мы видим вот такой вот вкладыш, где находятся сами наушники, даже мешочек для этих наушников. В общем, мне кажется, это лучший подарок для парня, и, честно говоря, когда я их увидела, когда они мне пришли, я так подумала, может ему другое что-то подарить, может не наушники, а себе наушники забрать. Ну, конечно, я просто в восторге. Конечно же, я сразу же первым делом проверила их на качество, и звук, я вам хочу сказать, очень на уровне, очень. Они, конечно, не дешевые, но когда вы хотите купить один раз качественные наушники, лучше на этом не экономить. И вот как раз вы сейчас видите, чем же отличаются эти спортивные наушники от обыкновенных. Здесь находится такой вот интересный ободок, крючок, который цепляется в вашу ушную раковину, и это уж точно не даст им соскользнуть во время того, как вы выполняете упражнения, потому что у меня обычно такое и бывает, что очень неудобно. Здесь также идет такой переключатель аудио вперед-назад, регулировка звука и самый обыкновенный здесь вход, который может войти в любой плеер, в любой ваш телефон. И, как я сказала, такой вот прилагается еще мешочек, в который можно положить эти наушники. Так что я думаю, мой муж будет безумно доволен, потому что мальчики очень любят какие-то такие штучки, технику какую-то. И напишите, как вы думаете, классный подарок. Так, ну что, поехали дальше. И дальше уже моя мечта исполнилась. Я очень-очень-очень долго хотела себе мультиварку, тем более, как мы приехали в Москву. Конечно же, жарить это было не вариант, тем более у меня духового шкафа нет, поэтому, конечно же, был выбор в сторону мультиварки. Я очень долго выбирала на различных сайтах, какую фирму взять, с какими режимами, с каким дизайном. Тоже все-таки девочкам интересно и хочется что-то интересное и новое попробовать. И я решила остановиться на фирме Polaris. Многие из вас уже видели рецепты, как мы с Димой снимали видео с этой мультиваркой у меня в инстаграме. В общем, я сейчас просто души не чаю в этой мультиварке, постоянно я с ней что-то готовлю, что-то новое придумываю. Вот что я не люблю в новой технике, когда она у меня только-только появляется, я очень не люблю в ней разбираться. Какую кнопочку нажать, как запустить программу, как это все включить, как отключить. То есть я это безумно не люблю. И с этой мультиваркой у меня такого не было. То есть я как-то методом логического мышления все это запускаю все время, даже как-то регулируем время, температуру. То есть вот эта книжка с эксплуатацией этой мультиварки, я ее даже не открывала. То есть все настолько просто, там, мне кажется, даже 5-летний ребенок разберется, так что я безумно насчет этого довольна. И многие меня спрашивали, нужно ли такое количество режимов мультиварки, или же можно купить там обыкновенную мультиварку с 4-5 режимами, просто зачем столько этих режимов? На самом деле это просто упрощение вашей же жизни, вы просто взяли, включили одну кнопочку и все, и пошли заниматься своими делами. Поэтому
Только в этом эти режимы помогают. Там, допустим, выпечка, плов, десерты. Это же все-таки требует какие-то другие немножечко режимы и настройки. А так эта мультиварка просто уже за вас все это делает, за вас все думает. Также, почему именно на эту мультиварку, эту модель пал мой взгляд, это потому что есть возможность приготовления йогуртов. Мне кажется, это очень круто и особенно помогает тем людям, которые правильно питаются, возможно, мамочкам с детками. Это очень-очень классный вариант. Там вот такая вот круглая формочка, на которой стоят вот такие миленькие маленькие стаканчики, которые, кстати, можно брать с собой и удобно ложить в холодильник. Поэтому я еще пока не пробовала, но в ближайшее время очень-очень-очень-очень хочу попробовать. Мне кажется, это спасение для тех, кто правильно питается. Так, ну что, давайте перейдем к уходу за нашим телом. Это все-таки тоже касается красоты и здоровья нашей кожи, нашего тела, ее подтяжки, ее упругости. И если кто из вас еще не знает, то я довольно-таки часто сейчас начала посещать сауну. Моя любимая сауна — это хамам турецкий, и это, конечно, моя любовь просто. Особенно это полезно для кожи. Чем же я пользуюсь в этой сауне, что мне полюбилось за последнее время? И первое, что я вам покажу, это вот такая вот мочалка из люфы, я не знаю, честно, простите, поправьте меня, если неправильно ее называю. Опять же, если кто из вас помнит, когда я была в Таиланде, я находила маленькие-маленькие спонжики из этого материала, и вот тогда я поняла, что я любилась в эти скрабы. Ну, я считаю их как скрабирующими мочалками. Я купила сразу же вот такую длинную, чтобы можно было как-то спинку потереть себе немножко, и кругловатую, чтобы можно было делать массаж для ягодиц. Она сейчас странно выглядит, как такая палка. Конечно же, ее необходимо распарить, она становится более мягкой, ей легче будет массировать вашу кожу. Это безумно полезно, особенно если вы еще используете какие-то масла, крема для этого всего. Вы таким образом восстанавливаете циркуляцию крови в вашем теле всем, и это помогает бороться с целлюлитом. Это безумно полезно, в первую очередь для вашей кожи, для того, чтобы сделать профилактику от растяжек. Я не говорю, чтобы избавиться от них, именно профилактику. Поищите, мне кажется, в любом магазине, в любом городе, я думаю, можно найти вот такие вот мочалочки. И, конечно же, с этой мочалкой вместе я использую какие-то крема, какие-то скрабы. Первые скрабы вот такой вот фирмы Mix It. Это у меня, боже, они у меня уже все такие грязные, потому что я их постоянно использую. Первый скраб у меня идет лифтинг скраб шоколадный для тела, то есть он идет с шоколадом. Все это дело очень-очень натуральное, то есть здесь только натуральные ингредиенты. И это пахнет просто божественно. Также у меня есть еще второй скраб, я думаю, эта фирма всем знакомая и популярна в Инстаграме особенно. Это Rich Coffee Bean Scrub, натуральное масло жожоба, витамин Е, гималайская розовая соль, масло макадами. То есть здесь тоже натуральный состав идет. И, честно, мне даже было интересно попробовать эту фирму. И я очень приятно удивлена. Вот я хочу вам сказать свое честное мнение. Во-первых, здесь продукта очень и очень много в этом пакетике. Я вот, честно, не ожидала даже. Он очень приятно пахнет. Вот там шоколад, там у меня кофе. То есть у меня такой бодрячок после этого всего. Я наношу еще такой вот крем. Это крем тоже фирмы Mix It. Смягчающий шоколадный бальзам для тела. То есть опять шоколад. Он очень приятно пахнет. И что самое интересное, он обладает немножко таким тонирующим эффектом. Кожа становится более блестящая, более такая матовая, очень приятная на ощупь. И опять же запах. И, кстати, долго держится запах. Просто... Так, давайте, наверное, перейдем к продуктам. И если кто-то из вас давным-давно ищет правильную овсянку, а я уже, наверное, миллионный раз говорю, что правильная овсянка — это только та, которая долго варится, не за 5 минут, не быстрого приготовления, а минимум 20 минут, то я вам хочу посоветовать вот эту овсянку. Русский продукт Геркулес монастырский, овсяные хлопья. Они могут немножко по-разному выглядеть, то есть картинка может быть немножко другая, но самое главное вот это. То есть следите всегда за надписью, сколько же необходимо варить эту овсянку, и если ее открыть, кстати, тут очень удобный клапан такой, все продумано, в общем, то, конечно же, овсяные сами хлопья, они будут очень такие жесткие, плотные, и ее необходимо действительно варить, потому что вы ее, если зальете, то она, наверное, на следующее утро только разбухнет и будет мягенькой. Несмотря на то, что у нас сейчас зима, холода, иногда мне хочется мороженого, то есть такой небольшой десертик. К сожалению, конечно, он калорийный, но я нашла такую крутецкую вещь, как протеиновое мороженое. Мне кажется, это просто гениально. Я это мороженое первый раз пробовала, когда была в гостях у Лизы, кто такая, если помните.
с Инстаграма, и я сразу же себе заказала такую же партию. У меня очень-очень много мороженок этих, просто забит весь морозильник, и мне безумно понравился, во-первых, вкус, что самое главное здесь, по составу у нас 15 белков, 2,5 жира и 5,3 углеводов. То есть это безумно крутой состав. Я часто такие мороженки видела в тренажерных залах, которые продаются на барных стойках. То есть действительно популярный продукт. Многие его пробовали, и мне безумно понравился. Следующее, что я хочу вам показать, это бутылочка с водой. И я хочу рассказать вам не про саму воду, какая она там полезная и все такое, а про саму бутылку. Вы посмотрите на ее форму. Вам ничего не напоминает? Да, мне тоже что-то напоминает, очень, кстати, похоже на гантель. Когда многие девчонки мне пишут: Таня, чем же мне заниматься, у меня нет никакого инвентаря. Ребят, если у вас есть желание, а желание это самое главное в начале вашего пути, то вы найдете любые способы, к примеру, даже бутылку. Есть, конечно, обыкновенные бутылки, я всегда советовала просто брать бутылку, наливать туда воду и так далее, и с ними тренироваться. Но я, когда увидела вот эту бутылочку, кстати, это литр, я видела еще есть пол-литровые бутылки, они немножечко меньше, то мне кажется, это очень классный вариант. По-моему, вот эта литровая 100 рублей стоила. Возьмите себе, купите 2 бутылки, 200 рублей, налейте туда воду, как-то измерите этот вес. Если вы, допустим, начинаете, можно сначала налить воду обыкновенную. Если уже движетесь дальше, то можно уже засыпать туда песок, заливать туда бетон, вставлять какие-то железные пруты. Так, меня понесло. То есть можно действительно утяжелять постоянно эту бутылочку, и у вас будет обыкновенная домашняя гантель. Зачем покупать, зачем платить больше, если можно сделать самому? Мне кажется, это очень неплохой вариант, поэтому если вы найдете где-то эту фирму, это фирма O2 Fitness, там вроде бы как вода, которая структурированная, обогащенная кислородом, но опять же я ссылаюсь только на форму этой бутылочки. Мне кажется, это просто гениально было сделано. Дальше мы передвигаемся к одежде. Я хочу вам показать всего лишь 2 пар лосинок, которые мне безумно понравились за последний месяц. Это первые вот такие лосинки, которые я уже просто замазолила глаза всем в Инстаграме. Я просто постоянно их надеваю на тренировку. Они просто, вот не знаю, как моя вторая кожа. Кстати, они с таким принтом интересным, как змейка. И здесь на боку тоже такая змейка интересная нарисована. То есть они безумно качественно выполнены. Они очень из приятного материала, они не просвечивают, что обычно боятся все девчонки, когда они делают, например, мертвую тягу, то все ваши ромашечки на трусиках всем будут видны. То есть здесь посадка такая средняя, они не слишком низкие, не слишком высокие. По моей длине, на мой рост 1,73 м, они идеально подошли. То есть я не вижу ни одного минуса у этих лосин, я просто в них влюблена. И следующие лосинки, которые я хочу вам показать, от фирмы Friendly. И это самые-самые популярные, наверное, лосины-брюки-штаны, я даже не знаю, как их назвать, просто они сами по себе универсальные. Я, кстати, была на презентации этих лосинок, к сожалению, я пока не представляю себя, как в них можно тренироваться, потому что, во-первых, посадка у них очень и очень низкая, все-таки для меня это слишком низковато, я люблю или очень высокую, или какую-то хотя бы среднюю посадку, здесь она слишком низкая, но это не мешает, к примеру, приседать, я уже тестила их в этом плане, потому что здесь еще идет вот такая вот силиконовая вставка по бортику этих лосин. Здесь очень интересный крой сзади, вот знаете, вот такие вот полукруги с карманчиками. Карманчики, кстати, фейковые, то есть их нет там. И интересная такая сборочка по самому центру ягодиц, что помогает как-то вот действительно округлить ваши ягодицы. Это безумно соблазнительно смотрится. Ну что, ребят, и последнее, что я вам хочу на сегодня показать, это вот такой вот миленький, просто милашный блокнотик. Мне кажется, он просто в моем стиле, и он просто смотрел на меня на полочке, говорил: Таня, возьми меня. Это блокнот на 5 лет. То есть целых 5 лет жизни вы можете в него записать. И я вам сейчас объясню, почему же именно этот блокнот я вам покажу в видео о фитнесе. Я, во-первых, долго искала, почему же на 5 лет. Я думала, может, как-то разделено 5 лет. На самом деле здесь, когда открываешь, к примеру, любую дату, здесь идут 5 граф. То есть в каждой графе вы пишете, что же происходило с вами, вот, допустим, в 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 году. Мне кажется, это очень круто, и сама цель этого блокнота, допустим, вы открываете какой-то вот 8 мая, да, и на каждой страничке каждого дня идет вопрос. К
примеру, на что мне не хватает времени? Вы отвечаете на этот вопрос в первом году, втором. То есть, когда вы ведете ваш дневник и потом на второй год возвращаетесь на 1 января, вы видите, что же вы написали 1 января 2016 года, хотя вы сейчас в 2017 находитесь. И вот так вот сравнивайте, допустим, что с вами происходило в этот день, в этом году. Это, мне кажется, очень и очень мотивирует. Конечно же, я буду его использовать немножечко в своих целях, записывать какие-то планы на день, но все-таки сама идея мне просто безумно понравилась. Это вот эта мотивация, то есть, чтобы следить за своим прогрессом, чтобы следить, что же меняется в вашей жизни, тем более на 5 лет. Ну вот и все, ребятки, я надеюсь, вам интересно было это видео. Ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал, если хотите видеть новые видео все чаще и чаще. И мы с вами встретимся в следующем ролике. Всем удачи, пока-пока!